Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой пряничный букет к 8 марта. Покажу 3 вида несложных красивых цветов. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Я использовала глазурь следующих цветов. Голубая в консистенции, как для надписи, желтая для заливки 10-секундная и желтая в консистенции пайпинг. Зеленая также для заливки и пайпинг для контуров. Розовая тоже для заливки и для контуров пайпинг, а также фиолетовая в консистенции 30 секунд. Начинаю с банки. Делаю контур у пряника густой глазурью и откладываю пряник в сторону. В емкости замешиваю глазурь голубого цвета жидкой консистенции для заливки. Заливаю пряник с помощью ложки. Площадь пряника большая, и ложкой мне удобнее заливать его, чем делать это из корнета. Вы делаете так, как вам удобно. Если есть пузыри, убираем их с помощью шила или зубочистки. После того, как глазурь хорошо высохнет, рисую контуры банки густой глазурью и делаю надпись. Рецепт глазури, более подробную информацию про консистенции глазури, которые я использую в этом видео, вы можете посмотреть у меня на канале. В описании есть ссылка на видео. А также там есть ссылки на видео с рецептом пряников, о том, как перенести картинку на пряник, про базовую заливку и много других полезных видео. Как сделать надпись, я уже рассказывала и показывала несколько раз в своих видео. В этом видео я не буду останавливаться на этом подробно. В описании также есть ссылка на плейлист, так и называется плейлист надписи, где собраны все мои видео с надписями. Вы можете посмотреть, там есть видео с подробным описанием. Ссылку на изображение с надписью я также оставлю в описании под этим видео. Далее делаю листья. Рисую контур зеленой глазурью, заливаю пряники глазурью в консистенции 10 секунд и после того, как глазурь немного подсохнет, рисую на листьях прожилки. Далее делаем цветы. Первые цветы желтого цвета. Глазурью в консистенции пайпинг я делаю контур. Обратите внимание, что контур лепестков я делаю глубоко, то есть лепестки немного удлиненные. Далее заливаю цветок глазурью заливочной консистенции. То же самое делаю с пряником поменьше. У меня в букете 3 вида цветов, по 2 пряника разных размеров.
Когда глазурь немного подсохла, я намечаю шилом центр цветка и густой глазурью рисую контур каждого лепестка от центра к центру. Если не отметить центр цветка, то есть вероятность, что лепестки получатся несимметричные. Далее внутри каждого лепестка рисую контур еще одного небольшого лепестка. Так цветок будет выглядеть не банально, а интересно. То же самое проделываю с пряником поменьше. Глазурью розового цвета в консистенции пайпинг выдавливаю шарик в центре цветка у обоих пряников. И когда эти шарики немного схватились, той же глазурью делаю вот такие точки, имитирую некую пушистость серединки цветов. Следующие цветы розового цвета. Также делаю контур у пряников, но уже не удлиняю лепестки, как у желтых цветов, а обвожу контур непосредственно по краю пряников. Затем заливаю пряники жидкой глазурью и оставляю до полного высыхания. Когда глазурь полностью высохла, я нарисовала лепестки от руки. Это будет имитация розы. Так как нет никакого трафарета, смотрите внимательно, чтобы в точности понимать, какие лепестки нужно рисовать на таком прянике. Здесь нет ничего сложного. Лепестки нужно изобразить в виде полумесяцев. Первый ряд нужно нарисовать по краю пряника относительно формы этого пряника, то есть на выпирающих лепестках. Вы можете наблюдать это сейчас на экране. Затем следующий ряд нужно нарисовать как бы захлестом друг на друга. То есть эти полумесяцы нужно изобразить немного наклонив в одну сторону, и чтобы краешек одного полумесяца заходил под краешек следующего. У меня получилось 4 внутренних лепестка, но по идее их должно быть 5. Я сделала их слишком длинными, но и так тоже неплохо. Последний центральный ряд лепестков тоже изображаем с наклоном. При заливке глазурью этих лепестков нужно стараться не соединять лепестки между собой, чтобы между ними обязательно оставалось пространство. Глазурь для лепестков консистенции пайпинг, но можно сделать контур лепестков, а затем залить их жидкой глазурью. Как вам удобнее, так и делайте. Комментарии, лайки, подписка – все это ваша награда за мои старания, а также помощь в продвижении моего канала. Если вы хотите поблагодарить меня материально, то ссылка есть в описании под видео. Далее, когда лепестки немного схватились, делаю на каждом лепестке вот такие линии от одного конца к другому по изгибу этих лепестков. Следующие цветы фиолетового цвета. Я на пряниках отметила центр цветка и центральные лепестки, так как каждый из 6 больших лепестков будет состоять из 3 маленьких лепестков. Далее глазурью от центра цветка рисую каждый выделенный центральный лепесток и сразу заливаю его той же глазурью. Консистенция глазури 30-секундная. И откладываю пряник в сторону, чтобы глазурь схватилась. Повторяю все то же самое на маленьком прянике.
Когда центральные лепестки схватились, рисую соседние лепестки. Сначала, например, все лепестки с правой стороны и откладываю пряник опять в сторону и делаю то же самое на маленьком прянике. В следующем видео я покажу вам, как сделать подобные цветы с использованием насадки. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Затем возвращаюсь к цветкам по очереди и рисую оставшиеся лепестки с левой стороны и оставляю их немного подсохнуть. Уже получаются чудесные цветы, не правда ли? Далее, когда глазурь схватилась, рисую желтой глазурью тычинки. Выдавливаю небольшой шарик и, не отрывая корнет от шарика, тяну линию глазури к центру цветка. Можно сделать по 2 или по 3 тычинки на каждый большой тройной лепесток. И обязательно делаю серединку цветка. Также я хочу вам напомнить, что у меня на канале есть очень интересные видео к 8 марта как раз для начинающих мастеров. Видео о том, как сделать объемные цветы без использования насадок. Розы, тюльпаны, нарциссы, мимоза. Ссылка на все эти видео и на плейлисты есть в описании. Вот такой пряничный букет у меня получился, мне он очень нравится. Посмотрите, какие яркие, красивые и разные цветы в этом букете. Такой вкусный подарок можно сделать не только на 8 марта, можно подарить на день рождения, на день матери или даже просто так. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Не забывайте отмечать меня в инстаграме, делитесь своими работами, мне всегда очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!